Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень простое, но при этом сытное и вкусное блюдо на обед или ужин. Меня вдохновил на это блюдо беш-бармак, но это будет упрощенная версия, слегка адаптированная и без раскатывания лапши. Я сегодня буду готовить из куриных окорочков. Нам нужно, чтобы они хорошо проварились и от них прям отходило мясо. На это нам понадобится где-то часик. И при этом у нас с вами получится еще вкуснейший бульон. Добавляю сюда цибульку одну и одну морковку. Накрываем крышкой, когда появится пена, после закипания обязательно ее снимаем, уменьшаем огонь и готовим час 20. Также беш-бармак можно приготовить из баранины или говядины, тоже на кости, но их понадобится варить дольше, где-то часа полтора-два, чтобы мясо тоже хорошо отходило от кости. Также для этого блюда нам понадобится большая цибулька. Я нарезаю ее на перья. И теперь у нас есть несколько вариантов дальнейших действий. Первое, вы можете опустить цибульку в бульон где-то на 3-4 минутки, чтобы она подварилась, и потом достать ее из бульона и подавать уже в таком виде. Также можно взять немножко бульона с жиром сверху и обжарить цибульку до мягкости, даже не обжарить, а потушить до мягкости на сковородке. Или же, как я, вы можете ее замариновать. Если цибулька острая, то вы можете обдать ее кипятком, чтобы убрать эту горечь. Также мелко нарежу немного укропа и петрушки. Добавляю зелень. 1 столовая ложка уксуса, у меня винный, но прекрасно подойдет яблочный, 6%. 3 чайные ложки соли и неполная чайная ложка сахара. Перемешиваем и оставляем мариноваться. Можете где-то через 5 минут снова взять и еще раз перемешать, чтобы сок, который выделится у нас, распределился снова по всему объему цибульки. За 20 минут до готовности бульон солим по вкусу. Также добавляем лавровый лист и перец горошком. Варим еще 20 минут. В классическом беш-бармаке делают домашнюю лапшу из яйца, муки, воды или же бульона, на котором варят мясо. Я предлагаю упростить немножко этот рецепт и взять яичную лапшу, которая продается в магазине. Здесь тоже в составе вообще только мука и яйцо. Или же вы можете купить листы лазаньи. Они сразу идут прямоугольные, и вам будет удобно сымитировать классический беш-бармак, где лапша нарезается на ромбики или прямоугольники или квадратики. Смотрите, как вам удобно. Можно вот такую яичную лапшу купить, можно листы для лазаньи. Достаем курицу на отдельную тарелку. Кстати, для этого рецепта подойдет абсолютно любые части курицы, ну разве что куриная грудка будет слишком сухой. Можно и целую курицу или половинку курицы сварить. Овощи нам уже не понадобятся, а бульон нужно процедить. Чтобы бульон был максимально прозрачным, то процедите его через сито или через марлю. И теперь отвариваем лапшу согласно инструкции на упаковке. Я буду отваривать 8 минут. Смотрите количество тоже по своему вкусу и количеству едоков. Я беру 200 граммов. Теперь мясо отделяем от костей. Пока оно очень горячее, то можно это сделать вилкой. Когда остынет, то, конечно, можно разобрать курицу вручную. Если вы не едите кожу, то также ее можете убрать. Я ем с большим удовольствием, поэтому оставляю все. Когда макароны готовы, выкладываем их на блюдо. Кстати, можно подавать бульон как вместе с лапшой, так и отдельно в пиалочке. Это кто как любит. Сверху выкладываем мясце. Также я хочу немножко сверху курицу поперчить, это по желанию. И также добавлю еще красный острый перец. И сверху выкладываю маринованную цибульку. Шикарно просто, вы просто представьте, какая это вкуснятина. И немножко это все заливаю бульоном. Можно взять глубокую миску и добавить больше бульона. Или же, как я говорила, подать бульон отдельно в пиале. Ну что ж, пробуем. Это просто великолепно. Вкуснейший бульон, мягкое нежное мясо, маринованная цибулька и яичная лапша. Все, что нужно. Блюдо простое, сытное, очень вкусное и, мне кажется, полезное. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.